Сегодня предлагаю испечь традиционный галисийский батон. Он печется на закваске, которая ставится с вечера, и ингредиенты для которой я дам в описании к этому видео. На следующий день замесим тесто. Тесто очень влажное, 86%. В отличие от традиционного французского багета, который имеет влажность от 60 до максимально 75%, галисийский хлеб и галисийский батон отличаются исключительно высокой влажностью, поэтому для его выпечки потребуются определенные навыки. Если вы никогда до этого не работали с тестом такой высокой влажности, вы можете просто сократить количество вносимой в тесто воды. Но это остается на ваше усмотрение. Галисийский хлеб отличается тестом очень высокой влажности. Следует обратить особое внимание на то, что мука для данного хлеба должна иметь определенную силу, то есть количество белка в ней должно составлять 13%. Не стоит гнаться за мукой большей силы. 13% – это оптимальный порог для данного изделия, потому что если вы возьмете муку более сильную, хлеб у вас просто получится резиновый. Тесто можно вымешивать тремя способами: французским методом, методом складываний и просто использовав тестомес. Как вы видите, тесто очень влажное. Используя французский метод, вам придется месить таким образом минут 20-25. Я же просто взяла тестомес и замесила тесто на высокой скорости в течение 5-6 минут до полного развития клейковины. Теперь сделаем предформовку теста. Для этого разделим кусок теста на две части и легко подкатаем в цилиндр, для того, чтобы облегчить работу в последующем. Накрывать предформованные заготовки не нужно, так как влажность теста очень высокая и оно никак не заветрится и не покроется коркой. А даже если бы это произошло, это бы облегчило формовку. Для формовки используем муку, однако нужно внимательно смотреть за тем, чтобы она не попадала внутрь заготовки, образуя непромесы. Работать нужно аккуратно, стараясь не выдавливать слишком большое количество образовавшегося газа. Сформированные заготовки выкладываются на припыленное мукой полотенце и расстаиваются примерно 1 час. Я положила полотенце на форму для багета. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы у меня была возможность поместить заготовки в холодильник. То есть первые 20-30 минут я расстаивала их при комнатной температуре, а затем поместила в холодильник.
Помещая заготовки в холодильник, особенно когда они имеют такую большую влажность, облегчает сохранение формы заготовок, а также их надрезание. Этот небольшой пекарский прием вы можете использовать и при выпечке обыкновенных багетов. То есть за 10 минут до окончания расстойки просто поместите их в холодильник, а затем надрежьте. Вы увидите, насколько лучше и чище получится ваш надрез. За счет того, что влажность данного теста 86%, мякиш у этого хлеба влажный и крупнопористый. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!